Вчера открылась международная выставка «Неопейзаж 2023». Москва, Автозаводская, 18, арт-пространство «Коробка». Приезжайте. Выставка проработает до 21 мая. Устроители выставки создали прекрасную, уютную атмосферу. Было много зрителей. Спасибо вам, кто приехал посмотреть мои новые работы, работы моих коллег. Особенно приятно видеть среди участников выставки моих учеников, студентов, коллеги, я не могу иначе их называть. За стеночкой прекрасные тонкие пейзажи Мелины Репиной. Рядом с моей экспозицией висят работы Олега Свистунова, у него галерея в Раменках. Обратите внимание на его чудесные живописные работы. Интересное композиционное решение в абстрактных работах Марии Кузиной. Она не раз приезжала ко мне на семинары в Гурзуф, в Бахчисарай. Мне нравится писать чувства, мне нравится писать абстрактные портреты людей. Сейчас из последнего у меня была замечательная работа. Писала красивую девушку Юлиану. Ее любящий мужчина рассказал о ней, о ее психологическом портрете, и мы вместе с ним создали ее отражение на холсте. И, наверное, самое такое интересное и приятное — это увидеть уже чувство в глазах человека, который получает свое такое выражение через краски. Я хочу окончательно заразить вас живописью и сказать: готовьте серьезные работы для выставок. Не только маленькие, небольшие этюды. Пишите форматные работы, если вы чувствуете в себе силы. Создавайте произведения, будем вместе выставляться. Арт-пространство «Коробка» – чудесное для этого место. Ежемесячно сменяются экспозиции, так что подавайте им заявки со своими работами на будущие выставки. Надеюсь обнять вас всех на открытии на будущем, и мощной командой мы ударим по бестолковому художественному разгильдяйству и вкусовщине. Татьяна Николаева: Вячеслав, спасибо за ежедневные ролики. Мои вопросики все теряются. Если актуально, то есть два вопроса. Над чем вы бы рекомендовали работать? В студии? И можно ли рисовать в солнечный день без зонтика? Можно. И если да, то как? Ведь свет-то искажается. Но в тень надо тенечек искать. Главное, чтобы не попадали лучи солнца на палитру и на этюд. Потому что вы будете писать, вам кажется, сочно-сочно, а домой принесете, будет темно, темновато. Особенно мешают, когда от листвы падают играющие такие зайчики на палитру, на мотив. И вообще, это мешает очень сильно писать. Поворачивайтесь, даже если вы станете спиной или сильно боком к мотиву, это ничего. Все равно мы всегда пишем изнутри, а живопись — это боком. Чуть-чуть так вот, сделал взмах внимания и быстро сюда. То есть взмах внимания, чтобы сравнить пятна в мотиве и изнутри уже класть свое ощущение в картину. Банька-парилка, такой ник. Нафига ехать в Армению, чтобы написать самовар? Ну как, самовар, он и в Армении самовар, и, кстати, в Америке тоже. Фешенский самовар. Я его увидел, совершенно волшебное впечатление. Знаете, конечно, работы Фешена, где этот самовар присутствует. Но в любой стране самовар остается доминантой натюрмортного фонда. В Армении много было в отеле различных горшков, кувшинов. Но самовары, которые там были, они для меня были новой формы. И потом писать самовар — это же целый мир. В нем отражаются все, что перед ним. Отражение писать всегда очень интересно и сложно. Я люблю писать самовары, в какой бы стране ни находился. Но в конце концов банька-парилка и в Америке есть,
И в Черногории. Туту-трип, продавали ли вы картины с NFT методом, стоит ли бояться афер? Мне мой приятель сказал, что да, стоит бояться афер. Он отказался. Что-то они там сделали аккаунт с этими сложными вот этими электронными деньгами. Но, в общем, он так сказал, что они говорят, что заплати сначала $300, а потом чего-то. Ну, в общем, можно потерять какие-то деньги. Но если у кого-то есть положительный опыт, напишите. Это же интересно. Современно. Почему бы этим не поиграться? Лео Агутин. К вам приставали заказчики портрета во время позирования? Намекали недвусмысленно на желание близости. Чтобы закончить работу, нужно 3-4 сеанса. Так, интересно. Если это все происходит в конце, после 3-4 сеансов, то не так влияет на итог. Ну вот если начиная со второго дня, то работа и сам процесс будут испорчены на 100%. Почему? Как на это реагировать? То есть, если вы, например, десерт покушали сначала, перед обедом, то он испортит что? Весь обед? Наоборот, есть такая технология. Сначала кушать фрукты, потому что они обрабатываются там, в кишечнике, как мой знакомый говорил, в кишечнике. А потом уже обед, чтобы забить окончательно весь этот растянутый желудок, да? И ничего. А у нас принято, что десерт потом. Я считаю, ничего не испортится на 100%. На 50% может быть. Как на это реагировать? Говорить каждый раз, что женат? Конечно, устанет язык. И неинтересно это все. Портит материальную сторону. Так, то есть не надо. Конечно, материальную сторону не надо портить. Может быть, совет какой-то есть для таких ситуаций? Лео Агутин. Надо понять, что для вас главное. Если портрет, то значит надо заниматься портретом в первую очередь. Если вот то, о чем вы говорите, процесс другой, ради чего вы, собственно, видимо, и приглашаете модель, то есть чтобы и рыбку съесть, и на дерево залезть, тогда нужно, конечно, просто честно себе признаться, что вы хотите от этого позерства. Друзья, помощь зала нужна. Я прям потерялся, что ответить Лео на этот счет. Вы пока напишите, что вы думаете. Я подумаю, в следующий раз тогда отвечу. Ладно? Друзья, подписывайтесь на канал. Поддерживайте канал лайками. Это важно. Таня Маня. Слава, мое наблюдение прямо противоположно. Людям по большинству нравятся как раз те картины, где много деталей. Да. Они прописаны, как выразилась одна моя знакомая, есть что разглядывать есть что. Да. Но представляете, если вот у этой дамы, которая так сказала, да, не 2 сережки, а я не знаю, 40, например. Везде. Везде вообще, там, где даже нельзя. Конечно, интересно разглядывать. И еще, чтобы разные были эти сережки. Броши всяческие, кулоны. Чтобы разглядывать было интересно. Конечно, и сзади что-нибудь там еще. Или перстень, например, люди носят не один на пальце, а на всех пальцах, включая большой. И на ногах тоже. Вы представляете? Конечно, интересно разглядывать. Целый прям эдакий новомодный ходячий магазин. И дальше. И мне было чуть обидно. Мои картины, как мне казалось, более продвинутые, которые я писала в том числе под вашим влиянием, не было удостоены такого внимания, как те, что я считаю пройденным этапом. Но они в более реалистическом стиле. Вот так. Зритель у нас вот такой. Да, зритель такой. Это правда. Но мы его не можем переделать. Зритель такой, а мы такие, мы другие. И что? Какой есть, такой есть. Будем писать с вами честно. Честно это значит, как душа велит. Творчески.
невзирая на то, что хочет этот зритель, который вот такой. Зачем ему потакать? Вот любит он детали. Зачем ему в этом, я не знаю, растлевать его? И так слабое такое вот художественное понимание. Зачем усугублять все это вот его невежество живописное? Давайте быть честными, писать, ориентируясь на великих. Для чего они, такой бэкграунд за нашими плечами, столько их гениальных художников полегло. Вы думаете, что зрители тогда были другие? Да такие же. И те же самые страдания, что никто ничего не понимает, из зрителей никому ничего не надо. Но они-то создавали шедевры. Для чего? Для вечности, для нас, может быть, чтобы мы увидели. Давайте делать так, чтобы через 100 лет увидели, как вы пишете. Есть одна история, я ее услышал, будучи в Белграде, по-моему, что два дедушки, значит, один из них сажает кедры. Представляете? Аллею кедров сажает. Кедр растет, я не знаю, лет 200, что ли, прежде чем он вообще распустится, там, ну, какой-то примерно в деревце превратится, в нормальное. И другой ему дедушка говорит, что ты что, с ума сошел? Мы же с тобой вообще не доживем даже, пока они там хоть как-то подрастут. А он говорит, зато те, кто после нас будут жить, будут сидеть здесь в тени. То есть, представляете, для будущих людей человек сажал кедровую аллею. Но и это тоже под большим вопросом, на мой взгляд. Мы расцветаем, когда мы пишем творчески, честно. Мы изменяемся в сторону настоящего. Мы превращаемся из продажных художников. Продажных — это те, которые чего изволите и готовы уступить, на все наплевать и писать так, как публика хочет. Так мы превращаемся в настоящих мастеров, можем превратиться, если не будем наступать песни на горло. Распечатайте картины больших мастеров, которых вы любите, чтобы они были всегда перед глазами, на стенах. Не где-то там в дальней папке в компьютере, а просто, чтобы вы их все время на глаза попадались, замечали, и это будет ориентир, что только высокий уровень, планка высокая. Я не разрешаю себе писать в угоду там вот, ну, попсы. Предлагаю посмотреть 576 ролик «Воспламениться любовью к живописи». Актуально.